Приветствую вас, с вами снова Алла Касаткина, и мы продолжаем наш разговор о женском счастье в отношениях с мужчиной. В одном из видео мы с вами говорили о внутреннем нашем GPS-навигаторе женского счастья, который дает нам постоянные сигналы, которые ведут нас к счастью, но поскольку мы эти сигналы игнорируем, очень уверенно и очень ответственно по привычке, этот прибор остается бессилен, и мы пожинаем плоды того, что наши отношения ушли не туда, они не сложились, и мы в отношениях несчастливы. Каждый раз мы говорим: ах, мне не везет в отношениях, это кто-то виноват, но на самом деле мы с вами уже точно знаем, что на 100% за свою личную жизнь и за счастье в ней отвечаете вы сами. И вообще считается, что очень хорошо мы все запоминаем, усваиваем и принимаем как часть своего активного опыта, которым мы готовы пользоваться, что-то, что мы разобрали в виде наглядного примера, где мы поняли, сделали свои выводы и применили это, немножко примерили на себя, и тогда это переходит в наш активный опыт. Именно поэтому я решила с вами поделиться материалами из тренинга «Любовь с границами и без», где мы как раз и разбирали, что происходит, если мы игнорируем наши сигналы, которые мы получаем в самом начале отношений, как развивается и куда мы уводим сами себя и отношения, откуда возникает столько недовольства и почему через месяц, через два, через полгода отношения рушатся именно из-за того, что у нас накопилось столько недовольства, что выдержать мы уже этого просто не в состоянии. Мы сегодня с вами поговорим об одной очень распространенной ошибке, потому что после предыдущих видео я получила очень много писем с вопросами, причем вы приводили в этих письмах свои истории и точно почти как под копирку одна другую копировали, описывая одну и ту же ошибку. Ошибку, которую совершают 90% женщин, и именно эта ошибка, она способствует тому, что отношения начинают развиваться в том сценарии, который женщине точно не подходит. Сценарий, который заведомо работает против самой женщины и приносит ей в отношениях несчастье. Что же это за ошибка, мы с вами разберем сегодня подробно, чтобы вы точно могли понимать, что эту ошибочку в вашей жизни уже не найдется ей места. Мы ее из вашей жизни уберем. То есть грабли будут выброшены на обочину, а ваша дорожка к счастью, она будет счастливой и более-менее безопасной для вас. Итак, давайте перейдем к доске и разберем все по частям. Итак, мои дорогие, давайте разберемся, что же это за такая досадная, опасная, катастрофическая ошибка, которую допускают женщины в самом начале общения с мужчиной. И как эта ошибка уводит под откос любые отношения, какими бы невероятными не были перспективы у этих отношений, как бы нам ни казалось, что на самом деле ерунда вопрос, все нормально, все хорошо, а отношения не складываются. В чем же дело? Смотрите, когда мы общаемся с разными людьми, эти люди имеют разный уровень доступа к нам. И в психологии это принято называть кругами общения. Что это за круги такие? У нас есть ближний круг. Это люди, которые входят в состав нашей семьи, это очень близкие друзья, подруги, это очень ограниченное количество людей. Это папа, мама, дети, муж, братья, сестры. Не все тети, дяди попадают в этот круг, потому что если вы с ними видитесь редко и не доверяете им особо, они в этот круг не попадают. Это первый круг нашего общения. Первый круг, ближний. Потом у нас есть круг средний. Поставим ему циферку 2. Что это за круг? Это наши подруги, но не близкие, родственники, но с которыми видимся реже, коллеги по работе, с которыми ближе связаны, с которыми непосредственно сталкиваемся каждый день. Люди, с которыми мы в подъезде, соседи наши, если вы с ними каждый день здороваетесь, и вы периодически ходите друг к другу то за хлебом, то за солью, ну, образно говоря, эти люди попадают тоже во второй круг. Есть третий круг. Это наши коллеги по работе, с которыми мы работаем в одном офисе, но видимся привет-привет. Это соседи, которые вы знаете точно, что они живут в вашем подъезде или в вашем доме, но как их зовут, вы понятия не имеете, но вы о них знаете.
То есть это люди, с которыми вы периодически где-то встречаетесь, может быть, даже шапочно знакомы, но это не люди, с которыми вы сталкиваетесь и контактируете изо дня в день достаточно плотно. Это третий круг. И четвертый круг – все остальные. Это четвертый круг. И что происходит, когда встречаются мужчина и женщина? И вот теперь представьте, у нас есть 4 круга общения. Первый круг, второй круг, третий, четвертый. Чаще всего своих мужчин женщины находят либо в этом кругу, либо в этом. Вот эта фишечка зеленая, она здесь стоит не случайно. Потому что она представляет собой мужчину, которого вы где-то увидели в кафе, на конференции. В ваш офис случайно зашел контрагент, с которым вы познакомились. Ваши друзья сказали: ой, ты знаешь, у наших друзей есть там парень или мужчина, не женатый, тебе бы подошел, давай познакомим. Вот это мужчина, который находится вот в этом кругу. Если даже вы встречаетесь с ним периодически, оказывается, что вы работаете с ним в одном офисе, но не изо дня в день общаетесь, он находится где-то вот здесь, на стыке третьего и четвертого круга общения. Но чаще всего это человек, о котором вы почти ничего не знаете, человек, который вам мало известен, и вы, даже если вы в интернете познакомились, то он тем более находится вот здесь. И что происходит в этот момент? Женщина начинает общаться с мужчиной, но она об этом, обо всем, в принципе, вы знаете. Вот сейчас, когда я вам перечисляла, вы наверняка сидели головой: боже, какую она фигню мне рассказывает, я это и так без нее знаю. Но что происходит? Когда я участникам своих программ задаю вопрос: а где же мужчина, с которым ты познакомилась, с которым ты пошла на свидание, в каком кругу он находится? И знаете, что мне говорит большинство? 95% женщин, они мне отвечают, что: как? Вот здесь он находится? Я же к нему на свидание пошла. Представляете, что происходит? Человек, который еще 10 минут назад находился вот там, далеко, на околице, о существовании которого вы вообще не подозревали, вдруг ни с того ни с сего раз и переместился вот сюда. И вы ему открыли сердце, душу, вы готовы рассказать ему о себе все, что нужно, все, что не нужно, вы готовы ему развернуть свою душу во всей своей красе, показать ему себя с самой лучшей стороны. А знаете, что в этот момент думает мужчина? О, ужас! Она мне при первой встрече все это вывалила. А что ж будет, когда я ее узнаю чуть-чуть больше? Он-то помнит, что он вот здесь находится. Мужчины, между прочим, свое место очень четко чувствуют. Мужчины всегда знают, где они находятся. И можете себе представить, если он считает, что он для вас случайный мужчина с улицы, а вы ему тут нараспашку рванули душу и показали себя с самой лучшей стороны, он не представляет себе, а что же будет дальше, когда он будет проходить этапы сближения. Он-то вам душу не рванул на части, как гармошку, не раскрыл ее и не сказал: дорогая, вот все коды от карточек, вот тебе содержимое моего кошелька, вот тебе ключ от моей машины, от моей квартиры, все, заезжай, живи. Он же вам на первом свидании такое не говорит, но женщины очень часто, не замечая сами, на первом свидании, на втором, на третьем, на пятом вываливают слишком много информации. И вместо того, чтобы мужчину так шаг за шагом постепенненько приближать к себе, они его бах и загоняют в ближний круг. Они считают, что он уже все, мы с ним близки. Так вот, мои дорогие, это самая фатальная ошибка, которую вы можете допустить, познакомившись с мужчиной. Потому что именно вот это нарушение границы сминает не он. Границы сметаете вы. Потому что вот это все, вот эти линии, они на самом деле только на бумаге выглядят как четкая граница, четкая расчерченная, чего куда, вот шаг в сторону, и я уже пересек. На самом деле в жизни эти границы очень гибкие. И люди плавно переходят, могут переходить из одного круга в другой. И это абсолютно нормально. В тренинге «Любовь с границами и без» мы разбирали конкретно по каждому этапе отношений, как мужчина проделывает свой путь вот из этого четвертого круга. Все остальные в самый ближний круг. Это мои близкие.
Потому что если хотя бы на одном этапе, и каждый раз на каждом касте тренинга у участниц были невероятные открытия, потому что я говорила, ну, давайте начнем. Сегодня мы разбираем такой-то этап отношений, допустим, второе свидание. Где находится мужчина? И все дружно пишут, там-то, там-то, там-то. Я говорю, девочки мои дорогие, не там, а вот здесь. И у девочек так раз, и большое удивление, как так? А когда начинаем разбирать, почему, а что с этим связано, а как это определяется, а как узнать, можно ли его подпускать ближе или нельзя подпускать ближе. Когда вы понимаете всю вот эту вот механику, как это работает, у вас даже вопросов на свидании не возникает. А на что обращать внимание, а о чем с ним говорить, а как действовать, а права ли я буду, что я его пошлю нафиг, если он мне предложит секс в первые 15 минут нашей встречи, а что я буду делать, если мне предложат поехать к нему домой? Или что я буду делать, если он мне скажет вот то-то, или спросит, а сколько у меня был мужчин, или когда у меня последний раз были близкие отношения с мужчиной? Или что я буду делать, если он меня спросит, а почему ты так долго одна, такая красивая и одинокая? Мужчины любят задавать такие идиотские вопросы. Кстати, это явное нарушение ваших личных границ. И на это нужно правильно среагировать, потому что от того, как вы реагируете, я уже говорила, мужчина определяет, можно или нельзя вести себя с вами подобным образом. И если вы знаете, где находится вот эта граница, а поверьте мне, у каждой из вас эта граница находится на своем уровне. У кого-то в ближнем кругу будет 15 человек, а у кого-то в ближнем кругу будет только 2. У кого-то во втором кругу в среднем будет 150 человек, а кто-то скажет, мне и 10 достаточно. Каждый из вас определяет, но когда вы знаете, по каким критериям вы определяете, у вас не возникает вопрос, с какой скоростью двигать мужчину в этот круг. И тогда все ваши отношения спокойненько развиваются с должным периодичностью, со скоростью, с определенной. Эту скорость регулируете вы. Опять же, скорость прохождения каждого из кругов у каждой из вас своя. Кто-то готов идти на сближение ближе, а вы будете еще в тренинге, получаете сигналы, как мужчина сближается, потому что не каждый мужчина с одинаковой скоростью будет сближаться. Кто-то готов доверять, открываться больше, а потом остановиться и замереть. И кажется, что между вами какая-то стена прозрачная, а он дальше не хочет двигаться. Вы уже его так развернулись и с этой стороны себя показали, а он где-то вот здесь вот может застыть на границе и не двигаться дальше. И вы должны понимать, а как сделать так, чтобы его не испугать, не потянуть его с силы, чтобы он начал от вас защищаться, отбрыкиваться, потому что он будет бояться, что это слишком быстро происходит. Потому что, кстати, мужчины, из которых очень хорошие мужья получаются, они иногда вот на этой границе действительно застывают, и они ждут, собирают для себя информацию, чтобы взять и достаточно быстро перейти вот сюда, чтобы сделать вам конкретные предложения, что он может предложить. Но женщины это трактуют неправильно. И стоящий кандидат, отношения, которые имели перспективу, они либо получают слишком много уступок со стороны женщины, и мужчина здесь навсегда замирает, либо распадаются, потому что у женщины не хватает терпения и знаний, как эту точку замирания пройти, чтобы сближение развивалось дальше. Вот это вот очень важный момент. Очень много серьезных точек связано в развитии отношений. От знакомства, даже от мысли вашей, когда у вас появляется желание познакомиться с мужчиной. От этого момента до того момента, пока вы станете семьей. И для того, чтобы ваши отношения развивались, это обязательно нужно учитывать. Поэтому сейчас самое важное запомните. Не спешите мужчину, с которым вы только что познакомились, перемещать вот сюда. Здесь ему, в этом кругу, пока не место. Он не является для вас ни близким родственником, ни членом вашей семьи, ни задушевным другом. Он пока для вас все остальные. И для того, чтобы пройти этот путь, он еще должен вам показать, что вы можете его приближать к себе. Вот это важная женская ошибка. И если вы хотя бы этого не будете поспешно делать на первых встречах с мужчиной, поверьте мне, вы обнаружите, что мужчина вроде как, знаете, так, опомнился, он начинает вести себя совершенно по-другому. Мало того, ваш GPS-навигатор женского счастья, он не будет орать как ошалевший: у нас тревога, что ты делаешь, боже мой? А он наоборот будет говорить: хорошо, моя красавица, правильно поступаешь,
молодец, так и надо, так держать. И вы будете чувствовать себя комфортно на свидании, вы не будете дергаться, вы не будете переживать, а не поспешила ли я, а не слишком ли много я ему позволила, а не рано ли я ему отказала и все тому подобное. Вы будете делать расслабленно, естественно. И самое главное, вы будете согласны с тем, что вы будете делать. Вы будете четко понимать, куда вы идете. Вот это самое важное правило, на котором поскальзываются 90% женщин. Итак, что получается? Когда вы знаете всю эту последовательность, все мужские уловки, я имею в виду мужские уловки мужчин, которые ведут себя не очень добросовестно на свиданиях, мужчин, которые любят манипулировать, они с вами просто перестают работать, потому что отсюда манипулировать здесь просто невозможно. А вот когда мужчина отсюда резко перемещается в этот круг, вот здесь манипулировать очень удобно, потому что вы-то у него находитесь вот там, между вами с его стороны дистанция большая, а ему до вас дотянуться, расплюнуть, потому что вы слишком много информации дали о себе, либо слишком много ему позволили, и вы перед ним оказались полностью беззащитны. Между вами нет никаких границ. И тогда ему очень удобно манипулировать вами. И вот чтобы этого не происходило, вы понимаете, где место мужчины на первом свидании. Одна из участниц нашего тренинга «Любовь с границами и без», Жанночка, она жаловалась на то, что она уже 5 лет вообще поставила большой крест на своей жизни личной и сказала: не хочу, меня столько раз обманывали, мужчины столько раз мной манипулировали, что я просто из страха, что со мной произойдет опять то же самое, я этого делать не хочу. Лучше пусть я буду одна, но зато никто не будет мной манипулировать. Но самое интересное, когда Жанна узнала обо всех этих этапах, на каком этапе отношений, мужчина в какой круг переходит, что происходит, как реагировать, что можно, чего нельзя, то есть в выстраивании личных границ и отношений с формированием личных границ, Жанна сказала: вау, у меня пропал страх ходить на свидание. И уже в середине тренинга Жанна успешно начала восстанавливать свою личную жизнь. Она начала знакомиться с мужчинами, начала ходить на свидания, и она сказала: боже мой, я же себя тебе чувствую теперь абсолютно защищенной. Я же теперь понимаю, что происходит. Я же манипулятора за версту вижу. Мало того, я знаю, как ему ответить так, чтобы он сам чувствовал, что я-то знаю о его манипуляции. И она говорит, такой смех, видеть, как они тушуются, когда разоблачены все их уловки. Поэтому теперь об этом вы тоже знаете. И это стало тоже ступенькой, достоянием к вашему счастью. Итак, вы видите, что не все, что приносит женщинам счастье, должно быть тяжелым, изнуряющим, слишком мудреным и содержать большой-большой-большой список того, что нужно заучить наизусть для того, чтобы быть счастливой. Оказывается, если ты понимаешь, как это работает, все достаточно просто. И тогда ваше счастье становится намного ближе. Но давайте не будем о тренинге «Любовь с границами и без», а поговорим о том семинаре, который приближается очень скоро. Как в течение нескольких минут или нескольких свиданий определите, есть ли перспектива у ваших отношений с мужчиной. Дата и время этого семинара находятся вот здесь, под этим видео. Мы специально их написали на виду, для того, чтобы вы хорошо зрительно запомнили картинку с датой и временем и могли включить это в свое расписание. Потому что на этом семинаре мы поговорим об очень важных моментах, на которые надо обращать внимание в течение первых 2-3 встреч с мужчиной, чтобы точно определить, стоит ли на него тратить время и строить себе большие воздушные замки, мечтать, как ваши внуки пойдут в школу, или еще после первого свидания сказать ему: прощай, дорогой, я, наверное, поищу себе другого кандидата, с тобой было не очень интересно. И тогда уже не вы будете в состоянии того, кого бросили, а вы будете выбирать, стоит ли вам дальше продолжать с этим мужчиной свои отношения. И вы не будете с тревогой ждать: боже мой, позвонит он мне, не позвонит, а понравилась я ему, не понравилась. Вы будете четко понимать, что вам делать. Потому что это очень важный момент. Вот в этот период между тем, как закончилось первое свидание, и тем, как было назначено второе, у женщин же кошмар в голове творится. Потому что эти фантазии, эти ужастики, которые они себе придумывают в ожидании звонка, они не располагают к счастью.
Они как раз наоборот, либо манипулятора возносят до небес, либо наоборот лишают малейшего шанса достойного кандидата. Так вот, чтобы вы не перепутали одного и другого местами, чтобы вы четко могли уже с первого свидания, могли понимать для себя, вам с этим мужчиной стоит соглашаться на второе, или вам нужно попрощаться уже через 15 минут. Об этом мы поговорим на семинаре, как узнать, стоит ли тратить на мужчину время. Обязательно внесите дату и время семинара в свои календарики. Мы, естественно, пришлем вам напоминалку. Придите в эфир, записи не будет. Вы это знаете, таковы наши правила, потому что в эфире я отвечаю на самые горячие вопросы. В эфире вы можете получить ту ценнейшую информацию, прояснить то, что вам не ясно, для того, чтобы это уже стало вашим опытом, и вы могли этим пользоваться. Готовьте свои вопросы. Вы наверняка уже после предыдущих видео их себе приготовили. Можете писать их здесь, можете присылать мне на почту, можете приносить их с собой, записанные на листочке бумаги. Я обязательно выделю отдельно время для того, чтобы мы могли посвятить хотя бы час ответам на вопросы, чтобы вы получили от меня определенные разъяснения и вам было понятнее, как себя вести. Итак, напоминаю, когда вы слишком поспешно приближаете мужчину, вы становитесь слишком уязвимой. Когда вы действуете с нормальной скоростью, вы полностью чувствуете себя безопасно, комфортно, и мужчине очень сложно манипулировать вами. До встречи на семинаре. Еще раз напоминаю, дата и время находятся здесь, под этим видео. Ждите приглашения на почту. Всего вам доброго. С вами была Алла Касаткина. И помните, скорость приближения обеспечивает ваше счастье. Не спешите. Пока-пока.